Всем привет! Сегодня устраняем проблему гул ступичного подшипника. У меня загудело заднее правое колесо. Вот такой вот гул стоит в салоне. Это признак ступичного подшипника. Распаковка. Купил я аналог ваговскому номеру ступицу. Ступица Денкерман. Это производитель Польша совместно с Китаем. Ее номер W413332. Оригинальный номер по ВАГу 1ТО 598 611Б. Все, смотрим, что у нас. Пришла она вот такая неплохая упаковка. Здесь у нас ступица совместно с подшипником. И зажимной болт крепления. В ступицах устанавливается двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник, который рассчитан на долгий срок эксплуатации. Для того, чтобы добраться до ступицы, изначально нужно снять колесо, откручиваем, снимаем защитную колпачок, там где болт ступицы крепится, и назад ставим на 2 болта колесо, чтобы опустить машину на колесо и выкрутить, дать усилие на болт ступицы. При помощи ударной отвертки снимаем защитную крышку. И получаем доступ к болту ступицы. Открыли крышку, и у нас под М16 по мануалу идет, но на самом деле М18 12 лучевая М18. Но проблема в том, что, возможно, ни разу не откручивали. С усилием нужно сдержать и пробовать откручивать. Я использую рычаг, но почему-то надо что-то другое думать. Не получается. Сделал упор под рычаг и опустил домкрат под нагрузку. Сейчас будем пробовать все-таки его выкручивать. Здесь доступ больше. С большой нагрузкой, под усилием пошел болт. Все, немного его отпускаем. Следующим этапом снимаем суппорт. Для снятия суппорта откручиваем 2 болта крепления суппорта на 13. Открутили 2 болта и выводим наш суппорт. Двенадцатилучевая М14. Откручиваем 2 болта крепления скобы. Вот этот и вот этот. Открутили 2 болта. 12-лучевая М14. Крепление скобы ступицы. И снимаем саму скобу. Проверяем, чтобы были в рабочем режиме пальцы суппорта. Так как я ревизию делал, менял
хорошо работают. Далее откручиваем один болт крепления диска к ступице, звездочка шестилучевая Т-30. Снимаем диск. Откручиваем центральный болт крепления ступицы. Снимаем нашу ступицу. Снял я ступицу. По мануалу еще просили снять для чего-то датчик вращения колеса, но не вижу смысла в этом, он никакой роли не играет. Есть тут обойма немного гуляет, возможно это и есть вот этот шум подшипника. Кому интересно, оригинальный подшипник, который стоит в ступице, маркировка F231-1437, Германия, ФАГ. И далее F-805 409 10. Выкрутил болт. Единственное, что не понравилось мне в фирме Денкерман, это болт. 12-лучевая, сделана в разбитом состоянии, как бы, и вижу, что будет неплотно. Если зажать, потом можно просто-напросто не открутить. Поэтому принял решение, буду устанавливать свой родной болт. Единственное, прогоню резьбу в начале здесь, чтобы убрать грязь, и чтобы он хорошо заходил в посадочное отверстие. Закручивался и прижимал ступицу. Вот в чем разница. Здесь 12-лучевая на 18, но она гуляет. Здесь 12-лучевая на 18, она плотно становится в сам болт. Чтобы открутить, надо приложить усилия плюс рычаг. Поэтому поставлю родной, чтобы, возможно, еще придется когда-нибудь хозяину следующей машины туда залезть. Поэтому прогоняем резьбу, собираем все в обратном порядке. Еще хотел бы обратить внимание, в задней части ступицы, где стоит датчик вращения, частоты вращения колеса, вот эта обойма выполнена из другого материала. И когда новая ступицу получается, вот оно видно, что вот эта обойма для считывания вращения колеса, желательно, чтобы по ней не производить никаких ударов и не было падений самой ступицы перед установкой. Поэтому оно защищено таким пластиковым кольцом, демонтируется и устанавливается ступица. Вот эта часть должна быть невредима. Плюс я вижу, что в новой ступице, в старой я обратил внимание, внутри белая смазка для смазывания подшипников, которая закладывается на весь срок эксплуатации подшипника. В данной я вижу, что полости как бы пустоваты. Сейчас произведу еще, заложу туда смазки именно для скоростных подшипников высокотемпературной, чтобы не на сухую у меня это все работало. Вот так она наполняется. Все, смазали и устанавливаем назад в обратной последовательности.
Плашка М16 шагом резьбы 1,5. М16 на 1,5. Устанавливаем ступицу назад. Закручиваем болт. После зажатия ступица должна свободно вращаться без всяких закусываний. Зажатие ступицы производим усилием 180 ньютон на метр. И после этого еще 1/2 оборота. Зажали болт, устанавливаем тормозной диск. Закручиваем на Т-31 болт. Устанавливаем назад скобу крепления суппорта. Все, установили скобу. Закрепили 2 болта под М14, 12-лучевая с обратной стороны. Диск должен свободно вращаться. Ужимаем тормозной цилиндр и устанавливаем назад суппорт с тормозными колодками. Установили суппорт, 2 болта крепления под головку на 13. Все, здесь все собрано. Диск вращается свободно. Устанавливаем крышку защитную. Все, собрали, ничего не забыли. Устанавливаем колесо. Все, друзья, вот такое вот видео получилось по замене ступичного подшипника вместе со ступицей. Кому было полезно и интересно, пользуйтесь, заходите на канал, смотрите остальные видео. Всем пока-пока, до новых встреч.